Вечные проблемы Лос-Сантоса. Дураки и пробки. Обе можно решить старой доброй ручной гранатой. Ни пробок, ни дураков. Бинго! Привет, люди! Слышала, вы соскучились по мне. Я тоже скучала. Поскольку о редиске позаботились, я снова в деле. Давайте-ка познакомимся с очередным фургоном. Вот этот здоровяк называется Vapid Bobcat XL. Бывает в двух вариантах, с конунгом и без конунга. В мастерской один вариант превратить в другой нельзя. Поэтому сразу ищите нужную вам машину. Тюнингованной версии тайминга не имеет. Искать нужно в Ла-Миссо, на мостах над Элизиан-Айленд и на шоссе в округе Блейн. Для тестов машина не проходила форсирование. Машина без конунга тесты не пережила. Да и так бывает. Поэтому предлагаю вам посмотреть на вариант с конунгом. Внешне они почти не различаются, а внешнего тюнинга не имеют вообще. Доступна замена колес до основной и дополнительные цвета кузова. Кенгурятник и пороги с хромом. На этом шик заканчивается и начинается колхоз. Даже у нас в Грейпсиде на таком уродце никто не ездит. Предпочитаем Седлер и Бизон. Они хоть на машины похожи. А как вам длиннющие окна конунга? Разбил одно такое и привет зарплате за полмесяца. Вот тебе и машина для работяги. Салон прост, но приятен глазу. Цена продажи смешно низкая. Приплыли. У рабочего фургона привод только на задний мост. Все веселее и веселее. Черт, ни одной тачки на парковке. Срочно нужен доброволец. Как думаете, если вежливый буду, мне помогут? Свалил из машины, козлина. Она мне нужнее. Иди его мамке другую попроси. Вежливость и доброта творят чудеса. Так, посмотрим, как с мощностью у этого динозавра. Все печально с мощностью. Надеюсь, злобный разберется в субботу в причинах такого результата. Поворачиваемость у Бобкэта даже немного излишняя. При рулении есть задержка на отклик, да и реагирует в дальнейшем машины вяло. При выполнении плоской змейки машину постоянно заносит, она плохо слушается руля. При амплитудной змейке на поворот руля Бобкэт реагирует поживее, но все равно уходит в занос. Ну все же фургон, а я его танцевать как спорткар заставляю. Думаю, для перевозки досок или хрюшек он подойдет лучше. Тормоза хорошие. Должен же быть у машины хоть один плюс. А то при плохих тормозах можно не хрюшек привезти, а уже готовые отбивные. Мой бятя такой доставки не обрадовался бы. А вот и ваш любимый тест для фургонов. Ну, Бобкэт, жги. Окей, грузить ботов можно. Это второй плюс в копилку машины. Начиная вот с этого момента начался путь к трагической гибели Бобкэта без конунга. Он мужественно прошел все тесты.
но не пережил бага с дохлым ботом в кузове. Спи спокойно, дорогой товарищ, мы отомстим ботом за тебя. Скорость низкая, управляемость посредственная. Сгодится машина только для фана. Например, поспорить с друзьями, кто больше ботов погрузит. Но для отыгрыша работяги из доков тоже подойдет. Тем более после обновы можно купить такой костюм в магазине одежды. В остальном чего-то интересного в машине нет. Разве что только оценить, что снаружи, а что под капотом. Но это совсем другая история и совершенно другое видео. Смотрите у Злобного в субботу. Надеюсь, не разочарованы? Я старалась вам угодить. После взрыва на мосту была разборка с копами. Когда искала добровольца, пришлось отстаивать свое мнение в беседе с баласами. Видите ли, им не нравится, что я тест на мощность в их районе делаю. Да еще тачки отбираю у их друзей. Можно подумать, меня их мнение волнует. И все это ради вас. Ладно, отвлеклась. Пойду знакомиться с новыми людьми в автоклубе. Может, с вами там увижусь. На сегодня у меня все. Фургонов еще немало. Увидимся.